Привет! Попробуем начать наш прямой эфир. Кто не знаком со мной, меня зовут Петрова Ольга. Я парикмахер, колорист, технолог, тренер. И просто прекрасный человек. Своя онлайн-школа, свой YouTube-канал и своя студия. Так что я провожу и обучение, и онлайн, и также индивидуальное обучение. Поэтому всю информацию, которую вы хотите получить, вы можете, как правило, получить на любом из моих каналов. Под видео вся информация всегда бывает. Вот. А сейчас давайте сразу же перейдем к теме, к знакомству, если какие-то вопросы есть и лично моей личности, да, у вас ко мне. Вы можете писать, я по ходу нашей работы отвечу, потому что у нас с вами сегодня достаточно насыщенная тема. Тема у нас будет спецблонд. Эта тема очень сложная. Мы с вами еще не посмотрели же на волосы. Смотрите, давайте быстро сбоку подойди, Верочка, пожалуйста. Смотрите, просто коротко, да, видите, волосы удлиненные. Наташа не хочет делать короткую стрижку. Вот сбоку посмотри. Видите, да, что у нас плотность внизу, вся плотность внизу. Соответственно, что надо сделать? Нам надо переместить объем. Видите? То есть надо переместить объем. А соответственно, мы должны сделать градуировку для того, чтобы более плавно ложилось. Видите, волос за счет своей структуры, вот, видите, он объем дает в самом низу, что некрасиво выглядит. Поэтому нам надо немножко переместить будет объем для того, чтобы у нас создалась красивая форма. Теперь, если мы посмотрим на лицо... Посмотри на лицо, пожалуйста. Можем даже, наверное, вот так перейди, чтобы видно было. Да? Наташа у нас просит не делать челку ей. Но на самом деле я бы и не хотела бы, знаете почему? Вот обратите внимание, у нас здесь очаг. И вот этот очаг, да, мы будем опять обыгрывать как контуринг. А контуринг, когда челка, ну, реально некрасиво. Поэтому я бы сделала просто ее покороче. Для чего? Для того, чтобы у нас появился немного объем вот здесь вот у лица. Может быть, шеги? Может быть, шеги? Ну, шеги достаточно рваная стрижка. Да? Она же не сведенная зона, то есть она рваная стрижка. Она реально много рвутся волосы. То есть там филировки много, там не сведенные зоны. И поэтому я не уверена, что Наташа сможет с ней ходить. Она не делает себе беспорядок, да, то есть она больше в классическом варианте ходит. Поэтому я бы просто немного переместила ей этот объем. И вот у нее очень плохие концы, видите, нам бы надо было их срезать. Так что сегодня будем делать, я пока не знаю, какую стрижку, да, то есть мы с вами по ходу будем дальше стричь. У меня что-то осенит, что-то озарит, и я вам буду ее показывать. Но главное, нам надо понять, что у нас очень плохие концы. И мы с вами должны переместить объем, сохранив еще челку у лица. И наши еще условия не коротко, Наташа просит. То есть вот эти вот условия мы должны соблюсти. И поэтому что у нас с вами, какая стрижка будет, мы с вами это будем смотреть в конце. Но, кстати, у нас времени очень мало. Так, ну и здесь, так как у нас все-таки холодный спецблонд, я беру, смотрите, и смешала два шампуня, видите, между собой, для окрашенных и фиолетовый. Вы можете помыть просто фиолетовым. Я делаю один для завершения процесса, ну а второй для поддержки цвета. Да? Видите, обязательно моем шею. Там видно? Нигде не пропускаем, везде моем. Помните, мы с вами шею намылили, поэтому обязательно должны с вами пройти и помыть шею. Вытягивает голову, не запрокидывает, вытягивает. Просто плотно шея. И с вами там подлезаем, промываем все. Моем шейку, ушки. Моем шейку, ушки, носик. И стабилизатор, как всегда, наносим. Мы красили с вами корни, поэтому наносим стабилизатор на корни. Ну, а на длину можете нанести кондиционер.
кондиционер мы с вами вот наносим до, скажем так, гладкости волос. Вот в данный момент, видите, волосы вот прям шершавые, тут не раздерешь. Вот они прям. Поэтому мы наносим один раз кондиционер. Волосы мягче не стали. Наносим, видите, сколько я взяла. А там порошок у нас, да, на концах был? Осветлялись? Нет, наверное. Чем, Наташа? Ну, сначала мелирование было. Мелирование. Ну, Да, то есть а потом порошок. уже вот мы солью покрасили. Спецблонд. Да, спецблонд, да. Ну, может быть, чуть-чуть мелирование на концах есть. Там небольшое, кстати. Ну, там вот концы, да, самые. Да, сами они- концы, да. 2 раза вот уже, видите, нанесла кондиционер. Да, чуть-чуть вот у нас здесь волосы на концах сухие. Нам тут надо еще, кстати, вычесать, потому что, как всегда, естественное выпадение волос существует. Это не значит, что у вас они лезут от краски. Это вы понимаете. До волос день, Да. по-моему. Ну, там сейчас уже другая, видите, совсем оказалось немножко. Значит, вот смотрите, вот мы сейчас вроде как кажется гладкие. Мы смываем с вами. И уже вот здесь тогда оцениваем по поводу гладкости длины, чтобы ничего не цеплялось. То есть мы с вами можем кондиционер наносить и 2, и 3 раза, и 4 раза, пока у нас наши кончики не станут гладкими. Щупаем. Ну вот на концах еще пока есть у нас, поэтому берем еще кондиционер и наносим на ту зону, которая у вас еще пока не гладкая, шершавая. То есть еще тогда наносим. Видите, сколько они у меня съедают. Сейчас прям здесь бы их отрезать, да? Видите, никакой экономии, никакой. Вот у нас, как видите, получилось, я 4 раза нанесла. Ну, блонд это вообще, кстати, не дешево. И уходы, и все это. Причем, вот мне так интересно, вот почему-то люди не понимают, что вот они думают, что должен быть уход, но вот если он с первого раза не помог, то, в общем, все это фигня. Вот. Почему-то ждут, да, какой-то вот волшебной таблетки. Ну, вот, если мы пьем витамины, то мы же пьем витамины комплексом, правильно? Там, Так, или... значит, давайте как раз, пока я вот еще заворачиваю, я вам расскажу просто чуть-чуть. Значит, у нас есть определенный цикл роста волос. Да? Это 2,5-3 месяца. Поэтому, когда вы рекомендуете своим там клиентам, чтобы они пропили курс там витаминов или сделали, повтирали в кожу головы, вы должны предупредить, что это не завтра будет, Ну, да. а у вас как бы остановится, да, и начнут расти новые волосы через 2,5-3 месяца. То есть, когда пройдет вот этот вот у нас цикл. Вот. И потом, когда вы... Я вот постоянно себе мою, постоянно себе там втираю. Скажите мне, можно ли постоянно втирать там ампулы, сыворотки в кожу головы? Можно ли постоянно втирать? Ну, насколько постоянно? Прям вот каждый день? Круглый год. Ну, нет, это, наверное, какой-то должен быть комплекс, не круглый год. Ну, можно или нельзя? Ну, Просто да или нет? и да, и нет. Смотрите, что такое, когда мы втираем, да, в кожу головы всякие там наши препараты? Забиваем тоже же здесь. Мы активируем процесс, да, то есть мы запускаем процесс. У нас каждая наша луковка имеет определенное количество, да, выдает за всю свою жизнь определенное количество волосиков, правильно? Значит, соответственно, мы что делаем? Мы стимулируем рост волос, правильно? Стимулируем. То есть мы как бы заставляем ее больше расти, то есть больше выдать. И что тогда в итоге получается? Если вы все время стимулируете, что на выходе получилось? Облысение? Дальше заводик перестает функционировать, заводик перестает работать. Чем чаще мы больше запускаем его, тем потом производительность становится каждый раз меньше. Почему Ну, тогда... ресурс есть же определенный Конечно, какой-то. он выработается, этот ресурс, и все. Поэтому, когда вы втираете что-то в кожу головы и рекомендуете это своим клиентам, то вы должны четко говорить по инструкции. Вот, например, допустим, по инструкции положено
Сейчас мы с вами про стрижку будем говорить. Я уже взяла ножницы, собралась стричь. Мгм. По инструкции положено, например, допустим, курс месяц. Все. Мы проходим с вами месяц. Мгм. Понятно? Потом у нас передышка и потом запуск через какое-то время снова. И никак не по-другому. Поэтому все вот это вы должны четко для себя понимать. Так, значит, у нас с вами теперь дальше будет стрижка. Цвет мы с вами будем оценивать в сухом виде, естественно, какой у нас с вами будет. Посмотрим по поводу того, как у нас наша шестерка осветлилась. Да? То есть там получается за счет седины она кажется уже семеркой. Но сам по себе волос темненький, шестерка, да? Мгм. Так, значит, что мы с вами будем делать? Нам надо с вами приподнять объем, да? Будем делить, как всегда, на 4 зоны тогда. Ну, на 3, наверное, скорее всего. Да, то есть у нас будет с вами Видно. центральный пробор, сагитальный пробор и будем отделять нижнюю зону. Давайте с Помню, вами так это, верхнюю чтобы затылочную зону сбоку отделим. было. Я сейчас дам. Так, и верхнюю затылочную зону сейчас мы с вами Вот отделим. опять будет как сверху. Мгм. Так, смотрим обязательно, чтобы у вас лево и право было на одном уровне, потому что нам с вами проверять надо будет, да, потом. Сейчас мне надо чуть-чуть приподнять тоже. Так, ну заковырялась, я смотрю. Так, вот это вот убрала, то сейчас так и будем долго. Давайте, значит, определимся. Так, наверное, я рано вам закалываю, мне нужно сейчас с вами определиться с длиной. Значит, помните, мы с вами говорили, что сейчас у нее длина, видите, одна. Нам надо сделать небольшой объем, да, переместить. Поэтому мы с вами должны думать, где же у нас будет заканчиваться. Если здесь, то это как бы короткая достаточно, да, Мгм. макушка. Ну, где-то, значит, да, вот здесь где-то у нас будет, да, чтобы у нас с вами был объем, да, где-то вот на этом уровне, Мгм. правильно? Согласны? Да. Согласны. Где-то, значит, вот здесь у нас должен быть с вами объем. Так, убираем волосы, чтобы нам не мешались. И начинаем работать с вами уже с нижней затылочной зоной. Вот, как, чтобы вам сильно не гнуться, конечно же, вы здесь себе регулируете, либо садитесь на стул, либо поднимаете, да? Вы можете сначала сделать окантовку, а можете сначала задать длину. Помните, мы с вами говорили, что объем где-то у нас начинается вот здесь, да? Мгм. Значит, соответственно, я задаю длину, я думаю об этом, что вот здесь. Значит, соответственно, в данном случае, что я делаю? Я поднимаю все волосы, натягиваю перпендикулярно своему пробору. Видите, у меня перпендикулярно пробору. Помните, еще раз я определила свою длину, где она у меня будет, да? Помните, да, где-то здесь мы решили. И я поднимаю перпендикулярно своему пробору. Определилась, где у меня будет длина. И я здесь простригаю. То есть я поднимаю, еще раз объясню, все волосы к своему пробору. Вот обратите внимание, у меня получается угол. Здесь перпендикулярно, то есть параллельно полу, перпендикулярно голове. Здесь у меня длина подтягивается. И я задаю длину. Так, голова у нас стоит ровно, не тянется за мной. Так, все видят меня, да? Да. Отлично, все сделала. Задаю длину. Сразу же простригаю. Натяжение я не меняю. И подчесываю все волосы. Я перехожу плавно по кругу за своей прядью. Наташенька, голова держится. То есть по пробору, то есть по кругу. По кругу я перехожу по пробору. Поднимаю вот так все и перехожу. Значит так, единственное, видите, вот здесь последние волосы у меня, которые возле уха. Я как бы стою вот здесь на месте. Получается где-то, ну, примерно как под углом 45 градусов. Так вот. Да? Под углом, да, в 45 к чему, да? То есть если Ну, сделаем плоскость вот да, так, то да, да. натяжение. То есть у нас как Если будто вот бы так последняя плоскость. прядь, и я подтягиваю к последней пряди, правильно? Мгм. Сейчас я вам показываю как бы упрощенный вариант. Вот этими упрощенными вариантами, конечно же,
Сейчас это техники у нас очень в моде, эти упрощенные варианты. Так стригут у нас кто? Корейские стрижки, да? Угу. Вот эти техники Только хотела- корейских да, да, да. стрижек. Совершенно верно. Они просто гораздо быстрее, гораздо проще все делают, потому что мы с вами что делаем? Мы переходим из одной пряди в другую. Мгм. Вот я вам показывала вчера. Значит, после того, когда вы сделали это, что мы делаем дальше? Опять же, мелкими зубчиками, да, Мгм. прорабатываем край. Обязательно простригаем его, для того, чтобы, во-первых, проверить, а во-вторых, что я говорила Смягчить. всегда? Да, размыть линию. Всегда мы с вами прорабатываем. Поднимаем на одном и том же уровне. Мгм. Обязательно проверяем лево-право, все ли у вас тут хорошо. Да, мне кажется, что вот здесь чуть-чуть мне надо еще хвостик, капельку отрезать. Вот так. И отпускаем волосы. Здесь, вот в этом, да, вот в этом сейчас варианте вы можете как бы задать длину. Потому что, конечно же, у нас окантовка сейчас, скажем так, более рваная, да? Угу. Можете оставить, кто любит более рваное, можете просто как бы подровнять. Я это буду делать в конце, потому что я сейчас буду уже переходить на соседний блок. Вот моя длина, помните, я хотела как раз создать здесь объем. Вот она моя длина. Мы с вами теперь берем, я теперь опускаю. Какая форма, скажите мне, пожалуйста, дает самую объемную равномерную часть? Вставь, пожалуйста, сюда, я сейчас повернусь с этой стороны. Каскад. Какая форма? Неправда. Она дает, каскад дает самую вытянутую форму. Какая Равномерную квадрат. нам дает равномерная форма, самую объемную. Ну, шар, в смысле, Равномерно это. объемную, шар. Да. Поэтому мы с вами делаем что? Идем по голове. По голове, по форме головы. Мы с вами плавно переходим. Да? Мгм. По центру я что сделала, как вы видели? Отделила себе прядь. И я двигаюсь. Натяжение у меня к голове все время 90. Видите? Мгм. То есть, где бы я ни была, у меня все время 90. Отделяю радиальным пробором, обратите внимание, видите, у меня точка центральная получается одна. Вот она моя точка. Я разделила контрольную прядь свою радиальным пробором. Почему радиальный? Да, вот так вот у нас, как арбузик, как апельсинчик, да? Перехожу я за прядью. Натягиваю, вижу свою контрольную линию, вот она моя, видите, контрольная линия, вот она. Натяжение у меня к голове 90 градусов. Передвигаюсь дальше. Таким вот образом, как бы на каждой зоне у меня 90 градусов. Перешла к соседней зоне, опять натянула 90 градусов. Перешла я на макушку, натянула 90 градусов. Я передвигаюсь, моя форма будет повторять форму головы. Еще раз передвигаюсь арбузиком, да, апельсинчиком, мандаринчиком, как хотите. Яблочком. Вот так вот отделяю диагональный пробор. Дальше, опять же, натягиваю ее. Он у меня стоит по центру, да, на своем месте. Оттягиваю, ищу свою контрольную линию. Вот она, моя контрольная линия. И продлеваю ее. То есть четко повторяю. Передвигаюсь, видите, постепенно, плавно к центру. Все, на этом месте я вернулась. Вот здесь вот зона за ухом. Я подтягиваю к только что простриженной зоне. Подтянула, видите, все сюда. То есть у меня чуть-чуть идет удлинение. Угу, то есть Подтянула. У нас, получается, мы подтянули, получается, вообще прям к середине. Фактически. Ну, не к середине, а вот я только что здесь стригла вот этот, да, свой апельсинчик, мандаринчик. Я подтягиваю к нему и повторяю. Видите? Повторила. Ай. Где-то там у меня осталось, зацепилось. Давайте проверим ее. Достригаем. Отпускаем и смотрим, да, на нашу линию. Видите, таким образом я не зарезала длину. Видите? Ну, окантовку я еще не делала, поэтому мы еще до окантовки с вами дойдем. Дальше, опять же, за счет
Так, держите, девушка. Все уже Чтобы не руки. тряслось, да. Да, руки уже. Девчонки, всем видно, все нормально, все хорошо. Опять же, я поднимаю, у меня перпендикулярно к голове прядь, свою контрольную линию я вижу, прядь натягиваю и перехожу дальше. Постепенно перехожу, не тороплюсь, вам все показываю, что я двигаюсь по форме головы, видите? Я повторяю нашу форму. Дальше еще у меня одна идет. Я ее разделила. Она стоит у меня на своем месте. Я ее повторяю. Ай, зацепилась. Перечесываем. Если волосы длинные зацепились, не стесняйтесь, перечесывайте. Дальше переходим. Все, мы с вами пришли к центру. И последнее, что мы делаем, подтягиваем к предыдущей. Отрезаем. Дальше, смотрите, мы с вами, да, понимаем, что у нас не сойдется, конечно же, если мы все подтянем в центр, так как у нас полукруг. Но на всякий случай мы с вами подтягиваем в центр для проверки и смотрим, получился ли у нас с вами полукруг. Да, чисто визуально он должен получиться. Ну, может, где-нибудь да. остались волосики там лишние. Это нет, это то, что у меня на руках вот было. Вот это вот то, что, не видите, вот у меня висит. Но на всякий случай я все равно, вдруг у меня это что-то осталось, видите, у меня все волосы приклеились. Что-то вдруг осталось, я таким образом зачищаю. И если мы посмотрим с вами сбоку, да, то у нас переместился объем, видите? Мы с вами уже объем переместили. Вот она наша линия, про которую мы говорили. Вот она, видите, у нас с вами получилась короткая. То есть мы сказали, что объем нам надо переместить сюда. Вот он у нас наш объем. Теперь мы с вами отделяем теперь височную зону. Сейчас, секундочку. Вот девушка тут пишет, что... Ага. Да, Продлеваем на затылок. Так, что? да, луж классики нет. Они по корейскому стилю тоже неплохо на такой длине попробовать. Отличная идея. Такого совмещения как раз и думала про такую схему. На короткие, но не думала, что на средней длине. На любую длину вы просто должны четко для себя определить, что, куда и зачем, и какая длина. То есть самое основное вам вот с этим не прогадать. А еще, Олечка, смотрите, девушка тоже пишет, наша школа сильная. Да. Не как здесь во Франции, только одну линию стригут. С этим я согласна. Значит, смотрите, у нас, как всегда, должен быть пробор слева и справа на одном уровне. Для того, чтобы мы с вами потом проверяли по длине. Понимаете? То есть обязательно на одном и том же уровне. Видите, вот я отделила один и тот же уровень. Покажу. Вот, мы с вами, да, отделили и теперь дальше думаем. Значит, смотрите, так как у нас внизу волосы с вами испорчены, видите, вот они, мы хотели их убрать. Вот они, видите, тоненькие, такие, никакие. Поэтому мы с вами что делаем? Вот в этот момент мы с вами можем задать сразу нашу окантовку и перевести ее в висок, правильно? Показали? Режем к чертовой матери. Да, на самом деле у меня, так как я поднимала линия, внизу она уже ровная, да, будет, но более рваная. Как бы это не для этой текстуры волос, да, не для этой структуры волос. Поэтому я задаю здесь новую свою окантовочку. За счет этого я делаю поплотнее, но я не хочу сильно плотно. Видите, каким я срезом делаю? Да. Каким я срезом делаю? Зубчатым. Зубчатым срезом, совершенно верно. То есть для того, чтобы сразу у меня моя окантовка стала более легкой, правильно? Чтобы не было вот этой вот тяжести. Переводим мы с вами к лицу. Сначала делаем затылок, все мы с вами выравниваем, проверяем по длине, да, чтобы у нас лево-право было одинаково. Смотрим даже визуально, как это выглядит. Чуть-чуть еще вот здесь, чтобы оно ложилось одинаково ровненько, да. Так, и мы переходим с вами сюда уже на висок. Здесь в данном случае мы с вами поворачиваем голову на бок. Почему? Потому что у нас мешают плечи. У нас с вами задана длина здесь. Вот она, наша длина, вот она. И мы с вами продлеваем ее к лицу.
как раз вот я убираю все вот эти волосы, видите, которые у меня, как выяснилось, остались от мелирования. Я, если честно, об этом уже не помню, потому что времени у нас прошло много, вот. А спросить не спросила, потому что вот этот эффект, как вы понимаете, он может быть и от того, что выгорели волосы. Ну да, кстати, морская вода там тоже, да, делает свое дело. Да, вот таким вот образом мы с вами переводим в окантовку на затылке. И так как Наташа нас просила все-таки не коротко, мы с вами определяемся. Но мы с вами еще до челки не дошли, как вы понимаете. Дальше поворачиваем. И теперь, конечно же, простригаем противоположную сторону. Также мы идем с вами зубчиками. Ну, кстати, вот видно, как за счет, видите, за счет седины у нас вот этот приобретается холодный бежевый цвет. Я не говорила вам никогда, что это будет платиновый блонд. Помните, да? Я вам говорила, что это будет натуральный оттенок. Как обещала, так и получили. Видите? Вот в мокром виде, чтобы вы тоже это оценили, видите, в мокром виде все это четко видно. Но, еще раз повторю, цвет мы в мокром виде никогда не оцениваем. Вот когда мы с вами простригли, да, я же не робот, я не знаю, лево-право у меня одинаково. Я обязательно должна проверить через натяжение. Через натяжение проверяю вперед, например, допустим, натяжение. И также у меня натяжение идет назад. Вот это вот обязательно надо проверять, потому что уйдете дальше, если дальше перестригать уже сложнее. То есть считайте, вы здесь подправить можете на краешке, либо потом, когда всю стрижку уже практически простригли. Так, дальше мы переходим к следующему блоку. У нас, вы помните, мы работаем с висками. Да? У меня здесь задана длина, помните. Но теперь мне надо, у нас, помните, здесь градуировка. Теперь нам надо каким-то образом это дело свести. Мы с вами отделяем следующий блок для стрижки. Опять же, отделяем к затылку, да. Я почему, я могу оставить на затылке длинные волосы, но я просто убираю, чтобы они мне не мешались. Поэтому вы можете оставить затылок нетронутым, пускай болтается, только отделять тогда височки и немножко заходить на линию на затылке. Ну, так как у меня здесь все равно уже прострижено, я просто все вот таким вот образом отделяю, чтобы мне потом волосы не мешались. И вот теперь давайте думать, что же нам делать. Нам же здесь тоже нужен объем, правильно? Но в то же время, вы помните, у нас, вот посмотрите, обратите внимание, видите, какие еще мы у лица не стригли тоненькие волосы. Но в то же время нам нужна удлиненная челка, правильно? Поэтому мы с вами находим нашу линию. Смотрите, я взяла новую прядь у лица, вижу ее, видите, вот она, новая прядь ближе к лицу, вот перед ухом. Взяла контрольную прядь за ухом. Видите, вот взяла. То есть контрольная у меня уже прострижена. Я натягиваю волосы и ищу, где у меня сходится в линию. Да, я смотрю и нахожу. Значит, как у меня натяжение идет. Вот обратите внимание, если через зеркало вы посмотрите. Это вы так, Олечка, стрижу, что вы находите линию. А многие не находят. Давайте, значит, с вами, смотрите, натяжение у вас идет как? Параллельно полу, да? Параллельно полу. И здесь в данном случае вы что видите? Вы видите свою окантовку и свою контрольную линию, которая с затылка. Но так как мне все-таки надо сохранить и видеть перед глазами, вот обратите внимание, посмотрите, вот моя контрольная линия с затылка и вот моя окантовка. Вот она моя окантовка, видите, вот она. Я ее вытащила. Сейчас еще раз вам покажу, когда начешу. То есть у меня натяжение, видите, параллельно полу. И вот здесь вот моя новый блок, который у лица. Я их свожу. Вот эту линию я свожу. То есть две точки у меня есть. Натяжение, еще раз показываю, у меня идет перпендикулярно, получается, моей контрольной пряди за ухом, да, но в диагонали. Видите, у меня легкая диагональ. Таким вот образом я перевела и, обратите внимание, не застригла. Видите, у меня есть длина. Но перевела я сюда градуировку. Вот она у меня теперь новая прядь с градуировкой. Видите, обратили внимание? Да, круть. Да. Дальше опять я отделила, опять же в диагональке. Взяла новую прядку. Не новую, а вернее только что простриженную разделила пополам. Новую прядь и простриженную. Дальше у меня подтягивается к моей простриженной, то есть к контрольной пряди.
Опять же, я поворачиваю прядку для того, чтобы мне видеть мои контрольные линии. Видите, я вижу, это моя контрольная линия, да, а это моя окантовка. И я их соединяю. Давайте еще раз я ее причешу, так как она у меня выпала, я вам показывала. И мы с вами соединяем. Вот таким вот образом. Таким вот образом я опять перешла. Дальше я разделила. И теперь мою всю последнюю прядь, всю абсолютно, я подчесываю опять к контрольной своей линии. Контрольную свою линию я вижу. Да, точки я вижу. Вы видите, у меня там просто видно, вот она одна, вот она моя вторая. И я соединяю. Ой, чуть расческу не убежала. Пока показываю. Еще раз отчесали, еще раз просмотрели. Отпустили, смотрим. У меня должен быть хвостик у лица здесь подлиннее. Почему я это оставила? Потому что у нас у всех, да, в основном растут волосы, видите как? Вот. А мне нужно сформировать удлиненную челку. Поэтому мы с вами вот эту потом будем уводить, когда будет стрижка у лица. Дальше я перехожу на противоположную сторону. Беру, опять же, контрольную прядь за ухом. Беру перед ухом свою новую прядку. Натяжение у меня идет перпендикулярно моей рабочей пряди, которая контрольная, которая за ухом. И параллельно полу. Натягиваю, вижу две точки контрольные. Это моя окантовка и, естественно, простриженная ранее зона, да. Соединила эти две свои точки. Вот, все, видите, соединила. Опять же, зубчатым срезом, для того, чтобы срез был легче. Разделила пополам свою контрольную, взяла новую. Все в диагональке работаем. Подтянула свою прядь к контрольной пряди. Соединила, да? Натяжение у меня идет параллельно полу. Дальше разделила, отчесала. Помните, я вам все время говорила, чем тоньше прядь, тем точнее стрижка. Да, и вы будете видеть. Вот смотрите, мою контрольную прядь я вижу, вот вам уберу, видите? И я свожу со своей новой прядью. Всю вот эту зоночку я подчесываю. Также пальчики поворачиваю, все вижу. Перечесываю, чтобы лучше видно было. Убрала. Отпустила и проверила. Да? Угу. Теперь дальше что я делаю в данном случае? Я поднимаю волосики, отчесываю и прорабатываю вот этот краешек, если у меня что-то не очень красиво сошлось. Так, ну это какие-то волосы у меня тут мешаются. Прорабатываю, да, и у меня опять же, куда я подтянула, обратите внимание. Ну, 90. Да, у меня параллельно полу идет линия, то есть я не поднимаю выше того среза, который у меня был. А значит, если мы говорим с вами про корейские стрижки, то, соответственно, я беру линию на затылке, я ее поднимаю, ой, господи, это боже мой, не на затылке, а за ухом, понятно, да? Я ее поднимаю перпендикулярно моему пробору и простригаю. Но это если вы хотите ровный переход. У меня идет легкое удлинение к лицу. Почему? Потому что у меня удлиненная челка. Понятно? У меня поэтому немножко было по-другому. Это тем, кто говорит, надо попробовать про корейские стрижки. Все, надо думать, что вы делаете. То же самое мы здесь с вами. Поднимаем эту зоночку. Вы можете также с этой стороны встать, чтобы вам было удобно. Перпендикулярно поднимаем и прорабатываем. Естественно, мы с вами кончик не застригаем, да, который у нас с вами у лица, потому что он нам нужен просто-напросто. Подняли мы перпендикулярно нашему пробору, соответственно, параллельно полу. Но на всякий случай, потому что мы могли пробор сделать неровно там или еще что-то, обязательно проверяем длину, то есть слева-право, вот так вот мы с вами проверяем. Дальше переходим к следующему блоку. Опять же, как мы с вами делим эти блоки? Мы с вами говорили уже это не раз. На какую толщину, да? У нас с вами работа должна быть обязательно на двух фалангах. Правильно? Поэтому мы должны, чтобы у нас в две фаланги уместился наш проборчик. И плюс еще мы должны видеть нашу контрольную прядь.
Вот и высчитывайте, сколько она должна быть. Как правило, не больше 2 сантиметров. Правильно? Да. Ну, конечно, у кого-то длинные пальцы. Нет, у тебя тоже нормально, не длинные. Бывает так, да? У меня очень короткие пальцы. Вот видите, У меня короткие ручки. хвостик, да? Опять же, мы с вами берем контрольную прядь за ушком. Натягиваем мы параллельно полу. Подводим мы с вами нашу прядочку, куда подтягиваем, к контрольной, которая за ушком. Вижу я наши 2 линии, 2 точки, и я это соединяю. Вот, видите, соединила. У меня, видите, уже такой как бы развернутый угол получается. Дальше я перешла к следующей, разделила пополам, подчесываю к контрольной. Опять же, на раскрытой ладошке вижу точки. Вот вам показываю точка-точка. Соединила. Последнюю, вот видите, большая. Всю сделаю, подтяну, потому что, если что, я к лицу подтяну. Потому что боюсь, здесь как бы окошко у меня не открылось. А мне нужна красивая челка. Поэтому я всю подтянула и простригла на этом же уровне. У меня, если я опущу, получится, видите, легкое удлинение. Посмотрите. Видите, здесь я шла ровненько, а вот здесь вот у меня уже удлинение. Также я перехожу на противоположную сторону и зеркалю. То есть я повторяю то же самое. Поднимаю, ладошки у меня открытые, подтягиваю я к затылку. Открытые ладошки, смотрите, здесь уже не очень видно получается, да? Посмотрите, ты где у меня? С какой стороны потеряла я тебя, да? Значит, смотрите, видите, вам здесь уже менее удобно, но все равно видно. Вы кладете на открытую ладошку, и мы с вами соединяем. Ну, можете, конечно же, вот так соединить. То есть у нас с вами уже более открытый угол, но смотрит в другую сторону. Опять же, здесь я взяла, перечесала, подтянула к своей контрольной пряди, нашла свой угол. Видите, вот она моя линия, и я ее линию повторяю. Если вы как бы в руку себе упираетесь, то вы помните, что мы не зарезаем, да, а работаем четко на 2 фаланги. Подтягиваем последнюю, простригаем. Также нам опять проверить. Помните, мы с вами стригли параллельно полу, правильно? Также параллельно полу мы с вами натягиваем. У нас должно быть легкое удлинение, и мы с вами его простригаем. Да, то есть проверяем свою вот эту линию. Также с другой стороны поднимаем. Я за вами не успеваю. Поднимаем. Также у нас с вами на уровне идет где? Параллельно полу, да, то есть выше мы не поднимаем и простригаем свою линию. Не хватило ручек, передвинулись, значит простригли. А сзади, Олечка? Сзади мы же уже простригли, мы же уже проверили все с вами. Вы помните, у нас по кругу шла. Дальше мы с вами обязательно натягиваем, смотрим нашу длину. В смысле, мы же здесь отделили, то есть у нас было это... А у нас, почему мы отделили сюда дальше на затылок? Потому что здесь наша контрольная линия. Все. Семен, да, все, надо поесть, попить. Все, терпим, девчонки, все терпим. Осталось уже чуть-чуть. Смотрите, мы почти на финишной прямой. Так, значит, дальше у нас с вами сейчас в данный момент теменная зона. Теперь, теменная зона. Как нам с вами определить длину на теменной зоне? По челке. Поэтому мы с вами теперь переходим на нашу челку. Отделяем по росту волос. Делаем такую как бы окантовку. И будем теперь налаживать, да, настраивать и думать, какая же у нас здесь будет длина. Так, значит, мы с вами решили, что челка у нас с вами будет не короткая, да, но все равно сантиметра на 3 мы с вами давайте отрежем. Даже, наверное, побольше чуть-чуть. Вы не забывайте, что в сухом виде она у нас поднимается на 3. Все, решено. Отрезала. Значит, дальше я теперь свою челку я буду сводить со стрижкой. Неважно, если она у меня будет короткая, а здесь у меня будет длинная, я все равно буду сводить со стрижкой. Понимаете? Да. Поэтому мы с вами берем, вижу контрольную точку, и я должна очень плавненько, красиво вывести
свою челку свести с височком. Вы, может быть, с первого раза там, допустим, у вас и не получится, вы себя проверяете, не стесняйтесь. У нас с четкой, прям гармоничной вот этой вот видением лево и право четкого никто не рождается. Вот, простригли себе здесь одну зону. И, соответственно, вы должны что сделать? Вы должны отзеркалить на другой. Вот, кстати, волос подсыхает, и вы уже можете вообще видеть, да, результат вот нашего окрашивания. Дальше мы с вами теперь противоположную сторону сводим. И опять же отделяем уже следующий блок к лицу. Угу. Так как мне нужно с вами создать градуировку здесь, да, и челка-шторка у нас практически Да. касательная. Видите, по касательной я натягиваю. То есть касательная это что? Параллельно полу, правильно? Угу. Ну, не параллельно прям так, да, но по касательной. По касательной, да, отрезаем. Сначала одну сторону, потом мы по касательной с вами отрезаем другую. Только после этого мы с вами опускаем и сводим, если у нас что-то здесь торчит, сводим зону. Ну, у меня здесь, видите, ничего не торчит. Посмотрим вот эту, потому что, помните, я вам уже говорила, здесь тоже у нас все отлично, про то, что у нас существуют окошки. И вот мы сейчас вот таким вот образом наше окошко спрятали. У меня нет этих окошек. Угу. И да, еще самое главное... Ни окошек, ни дверей. Да, не забывайте проверять лево-право. Хорошо? То есть лево-право вы должны все равно делать симметрично, то есть зеркально. Но если только не косая челка. Когда косая челка, вы тогда делаете от пробора. Опять же у нас касательная с вами, насколько сюда хватает, да? Угу. Дотягиваем, простригаем. Сколько там у нас еще самых стойких? 8. О, молодцы, самые стойкие девчонки. Так, так как мы с вами уже практически все сделали, но у нас с вами осталось еще что? Свести теперь теменную зону с височной, с височно-боковыми зонами, да? Ну и с затылочной тоже. Мы с вами на самом деле можем посмотреть нашу зону, подняв ее всю, да, так, вы помните, она где-то была у нас здесь, да, у нас с вами будет два варианта, да, не два варианта, а две контрольные точки, челка и затылок, видите? Мы с вами поднимаем это все перпендикулярно центру, естественно, то, как у нас пробор здесь рассыпается, да, в центре у нас же пробор. Не, Оль, сюда чуть-чуть. Куда, направо? Ага. Все равно... Ой, не направо. Смотрите, смотрите, она сама забыла. Запутался уже, да. Налево. Боже, где мне был пробор? Смотрите, я все равно буду делать по центру, для того, чтобы не было на длинных волосах массы с одной стороны. Но если у вас более короткие волосы, вы можете сразу же тогда делать по пробору. То есть, если она носит налево, вы смещаете пробор тогда вот сюда. Да, то есть натяжение будет у вас перпендикулярно вашему пробору. Покажи сбоку, пожалуйста. Нет. Ну или через зеркало, неважно, там как это будет видно. То есть, если у нас с вами вот пробор, говорит Наташа, налево, значит, у меня перпендикулярно моему пробору, тогда натяжение я здесь отрезаю. Но у нас стрижка в данный момент симметричная, мы с вами ее симметрично стригли. Поэтому у нас с вами будет по центру, мы натягиваем по центру. Я вижу свои контрольные точки, да, и простригаю. Сейчас, секунду, контрольную точку найду. Вот они, видите, мои контрольные точки. Видите? Ну, вот это вот. Да, и вот это, да? И я простригаю. То есть я челку уже задала здесь, задала. И простригаю. За счет этого у меня как раз появляется объемчик. Дальше вы можете здесь, ради интереса, все волосики тоже подтянуть сюда, если у вас что-то лишнее осталось. Видите, у нас еще здесь осталось, поэтому мы с вами, опять же, простригаем это все. Так, у нас есть линия с другой стороны тоже. Ну, потому что, знаете, можно все сразу захватить. Если в руку не хватает, то, значит, захватываем частями, да? Все, сейчас мы по центру сделали. Теперь нам надо все равно нашу височную зону свести с теменной, правильно? И мы, конечно же, будем это делать, сводить нашими, опять же, переходами. То есть также мы будем делить по диагональке.
Вот смотрите, значит, у нас, соответственно, здесь теменная зона. Вот у нее, кстати, я сейчас сразу же положила на пробор, как она носит. Вот, обратите внимание. Потому что мне вот эту зону, она всегда будет носить сюда, надо будет свести. Опять же, я взяла контрольную прядь свою. Видите, я ее уже простригла, у меня есть контрольная прядь на виске и контрольная прядь на макушке. Видите? Хитро. И вот у меня есть маленький треугольничек. Видно его хорошо? Да. Я его просто соединяю. Вот таким вот образом я сейчас буду сводить свою теменную зону с височной. То есть я сглаживаю вот этот вот четкий переход. Смотрим, где у меня. Видите, он у меня даже еще и не везде есть. В общем, разбираем пробор, который Да. носит клиент, и уже с этой Да, стороны... значит, смотрите, еще чтобы не самое было- главное. Когда мы с вами переходим, мы с вами также и натягиваем нашу вот эту вот, скажем так, стрессовую зону. Мгм. Да, чтобы не зарезать, оставляйте вот у лица, покажи, пожалуйста, Мгм. оставляйте у лица нашу нижнюю окантовку. Это просто я вам как бы говорю, чтобы вы не зарезали длину. Опять же, мы с вами поворачиваем, да, и смотрим. Но натяжение у нас, так как нам надо свести, где у нас оно находится, скажи мне. 90 параллельно полу. Не совсем. Мы же сводим вот эту зону. Вот эту зону. То есть теменную мы сводим с височной. Линию стыка. Поэтому мы эту линию стыка здесь и ищем. То есть мы с вами, да? То есть мы, получается, под 45, под 145 получается? Ну там не получается 145, у нас 90 вот именно к к нашему голове. стыку, к Мгм. голове. Вот эту зону мы с вами сводим. То же самое мы теперь в эту сторону с вами отчесываем, да? И опять же у меня идет, помните, где, да, у нас с вами, вот мы голову обняли, там, где у нас соединение височной зоны идет и теменной. И также мы с вами сделали. Здесь, вы помните, я стрессовую зону оставляю, также подняла. Ну, здесь, видите, у меня ничего нет. Можно я там глотну? Да. Ага. Так, теперь, значит, смотрите, мы с вами что еще делаем? Так как мы с вами немного натягивали, естественно, от лица, у нас с вами немного было несведение, мы сохраняли с вами длину у лица, помните? Мы поднимаем, и вот здесь у нас тоже должен появиться треугольничек небольшой. Вот он, видите? Так, секундочку, нет, не видно его. Так, не видно. Как показать? Вот на На черном. чёрном, Видно? да. Угу. Так, давайте... Сейчас я вам покажу, как мы поднимаем, да? Значит, мы поднимаем. У нас с вами опять же идет соединение зон, да? Височной и теменной, да? Мы поднимаем на этом уровне. Видите, вот у меня уровень идет височной и теменной зоны. И поднимаю по диагонали, получается, да? И у меня получается, я поднимаю перпендикулярно своей челке. Видите? Обратите внимание, вот так разверни. Как я натянула, сбоку покажи, перпендикулярно челке, но по линии стыка височно-боковой и теменной зоны. И вот здесь, помните, вот здесь вот переход у меня был на челке, именно вот здесь внизу, правильно? Поэтому я на уровне челки поднимаю это все. И вот здесь у меня маленький треугольничек есть, вот совсем прям лилипусенький, да, малипусенький, я его взяла и убрала. То же самое я делаю с противоположной стороны. То есть я отчесываю волосы. Получается, я как бы, да, стою в диагонали, потому что у меня идет соединение виска и темени. Отчесываю на уровне моей челки, да, внизу, где у меня, да, то есть перпендикулярно челке идет. И смотрю свою линию. Здесь побольше, потому что у нас здесь растет волос так, да, у нас здесь больше масса волос на этой стороне лежит. И опять же мы это дело все простригли, для того, чтобы все плавно рассыпалось. По идее, вы можете еще проверить соединение затылка и виска. Мы с вами подтягиваем. Вы помните, где мы соединяли? Мы соединяли с вами, да, параллельно полу, да, то есть мы не натягивали высоко. Смотрим, надо ли что-либо делать. Вообще ничего не надо. Мы с вами прекрасно перевели, да. Но для проверки вы можете это сделать. Дальше, опять же, параллельно полу натянула. Смотрим здесь. Ну, здесь вот видите, малюсенький что-то вылезло. Смотрите, я его убрала. Теперь, конечно же, сушим. Ура! Да, глазки закрываем. Обязательно предупреждайте, что... не трясите телефон. Глазки обязательно закрываем, потому что мелких волос много. И, соответственно, волосы летят
в глаза. Я сушу без расчески, да, я приподнимаю сразу пальчиками от корней. Я уже как бы во всех своих видео говорила о том, что я стригу, когда в основном я все-таки сушу волосы, а не укладываю. Почему? Потому что мы можем уложить с вами, скажем так, любую стрижку в любом направлении волос. Но мне надо видеть, как он ложится. А мы можем увидеть, как он ложится, только если посушим безукладочный средств. Тогда мы будем это видеть. Но правда, многие мне потом говорят, это же укладка. Укладка, как правило, отличается от сушки, не обязательно начесом. Потому что есть как бы комментарии на ютубе, что говорят, что вы неправильно делаете укладку, укладка должна иметь начес. Но, скажем так, в советские времена, да. У клиентов старой закалки, да. Они любят это. Но сейчас уже нет. То есть сейчас у нас укладка отличается от сушки по форме только лишь тем, что есть ли укладочные средства, либо нет. Потому что мы не можем клиента вот так отпустить, правильно? Мы же и сами не видим, как ложится волос. Хотя мы видим, смотрите, как красиво. Смотрите, рассыпается. Сгруппировка, видите? Это практически шеги. Конечно. Но шеги, если мы делаем не сведенная зона, то, как видите, я здесь все зоны свела. И у нас, в общем-то, да, у нас, ведь, видите, на затылке была равномерная, да, вот здесь да. Мы делали, да. А тут был угол у нас 45 градусов, открытый. То есть мы с вами переводили, у нас форма как бы состоит из нескольких углов. То есть вот эта форма на вид каскад. Да. Но на самом деле это градуированная форма, то есть это не только градуированная, здесь смешанная форма. Потому что каскад у нас был только наверху, как вы помните, который мы отрезали, свели челку и макушку. У меня на самом деле голос сел. Но осталось немножко, девчонки, я дотерплю. Так, мы сейчас с вами посушим. Представьте, на какие жертвы Ольга идет вообще. Да, мы тут не все говорите, тут, да. Столько часов. Да. Это же голос, руки, ноги. Мне отваливается уже все. А главное, да, прямой эфир это всегда все живое. То есть это экспромт, мы никогда заранее ничего не можем прогнозировать. Что, как пойдет. Так что обязательно подписывайтесь, поставьте палец вверх. Реклама. Нет, ну конечно, хоть как-то отблагодарить Ольгу за ее труд. Таким образом сказать спасибо. Вот мы с вами, пишут люди. Я на ютубе поставила Спасибо. кнопку вот эту спонсорства. Как мне написали попрошайка. Так что я, да, какую рекламу, я даже не знаю, говорить, не говорить. Ну, я думаю, что все, кто понимает какой-то труд, Ну, кстати, поставят... пока я сушу, Леночка, ты можешь показать, потому что вот у нас уже как бы виден цвет затылка, да? То есть вот для того, чтобы видели на каждом блоке, как получается. Это вот наше окрашивание, вы помните, мы не красили всю длину вообще ни разу. И вот вы вот посмотрите, как вот у нас это все выглядит. Очень красивенько. Вот за счет седины он получается просто бомбический цвет, Да. как будто бы мы с вами забрали милирование. Да. Вот прям я вам рекомендую. Но еще раз давайте с вами повторим, чтобы вы не забыли. Я вам еще раз скажу, что седины должно быть не больше, да, как бы 40%. Если у нас с вами 50, мы красим это уже продолжаем. Помните, во второй заход. Иначе будет очень некрасивый грязный цвет. Вы заселите, такое слово, конечно, сделайте более серым, простите.
Вот. Поэтому она все-таки вы должны понимать, что спецблонд, он очень здорово отличается от Total блонда. Но, на мой взгляд, вот эта игра цвета дается только красителями вот спецблонд. Ну, обычными красителями мы тоже можем этого добиться, если седина, с бликами. Согласны? Да. Но Total блонд, он есть Total блонд, он все-таки однородный цвет. Ну, если только, конечно, вы выкрасите корни одним цветом, длину другим, тогда, конечно, у вас появится какой-то рисунок. А здесь вы получаете сразу все в одной краске. То есть я люблю очень эти красители, так что я вам рекомендую научиться ими работать. Если вы как бы все-таки еще в чем-то сомневаетесь, реально говорю, вам в помощь это мой тренинг, да, который вот на курсе. И на ютубе ссылки я вам выставляю, в инстаграме должны быть тоже ссылки. Поэтому переходите и смотрите все. Берите самое лучшее от самых лучших. Все правильно, все правильно. Ты вот уже эту сторону можешь поближе показать, чтобы рассмотрели, какой цвет, чтобы по ходу я пока сушу. Можешь вот наконец показать, какой прям получился. Потому что этот цвет получился, как я и говорила вам, он получился такой бежевый. Ну, опиши сама, вот ты сейчас своими глазами... Ну, у нас вот это вот очень удачное освещение, кстати, да, оно дает желтый, да, оно дает желтизну здесь. Здесь, девчонки, идеальное освещение, когда комбинируется желтое с холодным. У нас холодная, видишь, лента и золотистая лампа. Дает более натуральное. Мы можем определить цвет, с которым пришла клиентка. Это тоже очень важно. Да. Ну, то есть он такой бежевый, красивый бежевый. Действительно, волос переливается, играет, как будто бы мелирование такое. Земля как будто типа аэртача что-то, да, такое? Потому что у нас седина это достаточно мелкое мелирование. Да. Да? То есть можно сделать микромелирование. Природное мелирование. Вы, кстати, можете уже смотреть на стрижку. Да. Единственное, да. Я, например, допустим, наверное, решу сделать немножко по концам переход. Вот, кстати, обратите внимание, мы с вами подстригли. Помните, я вам говорила, самая объемная форма, равномерная. Вы понимаете, почему я это сказала теперь? Да? Да. Вот обратите внимание, как выглядит у нас затылок. Правильно? Он просто теперь у нас, ну просто супер, не то, что вот у нас было. Обратите внимание. Вот. Я немножко пройду теперь по концам, потому что я так понимаю, что волос все-таки имеет легкую такую структуру, подкудрявливается. И чтобы легче все-таки с ним справляться, нам нужно с вами немножко доработать. Но я не рекомендую много, потому что, еще раз повторю, как бы, да, нам тут Наташа открыла секрет, было мелирование. Волос на концах истончается. Пока мы это не срежем, он будет такой. Поэтому мы с вами как бы для формы, да, ищем как бы одну линию, помните, и только немножко, сильно не углубляем. Видите, у меня где-то сантиметр, не больше. Я делаю филировку. Опять же, переходим сразу на затылок. Вот висок у нас, который правый, вы видите, он у нас более тонкий, так как волос у нас весь идет налево, да. Поэтому вы тоже имеете в виду, что он всегда будет открыт. Да, то есть он всегда будет тоньше, он никогда плотность не будет иметь. И поэтому, конечно же, его вы не филируете сильно. Вот мы для того, чтобы просто размыть линию, не больше сантиметра углубляете ножницы и делаем легкую филировку. И так вот переходим мы с вами по всей длине, по всему нашему периметру. Не ленитесь, перечесывайте, чтобы волосы были у вас гладко отчесаны. У меня, кстати, на гид-курсе также и стрижки есть. Сейчас вообще, как бы, да, самая большая проблема... А еще мастер-классы есть, а еще и Оля оставит руку.
А, это ты имеешь в виду индивидуальное обучение? Да. Все мы это делаем. Я что хотела сказать по поводу стрижек, которые там на гид-курсе. Смотрите, вот так как я уже не первый день, да, преподаю индивидуально там, и вообще я в школе тренером была, да, вот, дело в том, что у всех одна и та же проблема. Это проблема каре углы. Поэтому у меня очень много на гид-курсе стрижек именно каре. То есть разные формы каре, то есть с разными углами. Чтобы вы могли понять, для кого, для чего и как, да, мы делаем вот эти вот стрижки. Поэтому вот как бы тоже я вам рекомендую. Там еще, кстати, про филировки. Вот про вот то, что я сейчас делаю. И филировок просто немереное количество техник. И я вам там тоже подробно рассказываю, для чего они нужны. И в каком случае чего применять. Кстати, на ютубе у меня тоже есть, как бы я такой видос сняла, где филировки. Он небольшой, коротенький, потому что тренинг он побольше. Но все равно там все четко видно, потому что я нарезки сделала из видеострижек. Вот видите, я теменную зону прошла. Теперь я возвращаюсь к челке. И мне надо, чтобы челка все-таки немного поворачивалась. Я не хочу делать ее легкой, но я хочу, чтобы она уходила туда. Поэтому мы как шторку ее будем выворачивать. Видите, что я сделала? Да? Я развернула челку. Видите, я развернула. И работаю уже вот в этой зоне немного. Для того, чтобы потом челка в итоге у меня при укладке легко выворачивалась наружу. И с этой стороны мы делаем то же самое. Легким движением руки. Да, выворачиваю. Видите, у меня вывернутая челка. И я задаю здесь легкость. Но почему я выворачиваю руку так? Кто мне может это сказать? Ну, направление дается волосам тебе. Смотрите, когда мы выворачиваем, у меня самая короткая остается снаружи. Самая длинная сверху. Потому что я выворачиваю и стригу с внешней стороны, да, то есть с внешней стороны пальцев. Поэтому у меня появляется разворот. Ну-ка еще раз, какой внешний? Ага. Видите, я стригу с внешней стороны, да, то есть не с внутренней пальцев, а с внешней стороны пальцев. И получается, у меня самая короткая линия будет там. Сейчас я вам нарисую, потому что вы не поняли. Сейчас, секунду. Наташенька, посиди секунду. Конечно, Оля, конечно. Пока у меня тут я при памяти, смотрите, самое интересное. Видите волос? Тупой срез. Ну, будем считать, что я ровно нарисовала. Но не ровно нарисовала, конечно. Вот мы натянули волос, да, вот он волос. Мы можем его срезать так, а можем срезать так. Правильно? Так вот. Вот я когда срезаю под каким-то углом, значит, в эту сторону волосы будут поворачиваться. Понимаете? То есть вот если я тупо срезаю, волосы отталкиваются друг от друга. Если я срезаю сверху, волос будет заворачиваться сюда, потому что волос у нас имеет тогда вот такой срез. Понимаете? А если я вот так срезала, то волос будет иметь вот такой вот срез и, соответственно, будет поворачиваться вовнутрь. Понятно? Да. Как мы с вами выбираем филировки? Именно по этому принципу. Феерично. Так, давайте со всеми стороны посмотрим. Самое главное, Наташу давайте сдуем, а то же она всех чесаться будет у нас. Я уже забыла. Глазки. Так, ну, что я вам могу сказать, да? Как я всегда говорю, главное, чтобы мастер был доволен, да? Вот. Но на всякий случай мы можем дать Наташе зеркало, она уж как-нибудь посмотрит на себя, повертится. Сейчас красиво, Оля. Да, и заодно вы все посмотрите ее со всех сторон. Она сейчас вам все продемонстрирует, все покажет. Давайте я вам сейчас дам зеркало. Да, вот давайте сейчас и она посмотрит, с чем она пришла и с чем она от нас уходит. Так, вы все обратили, главное, для чего мы собрались, это на цвет. Видите, цвет я как бы подняла, да, ей. Почистили вот эту вот, которую получилась у нас глубина, осталась о том, о чем я говорила, но она осталась блондинкой. Видите, цвет у нас, ну, камера, правда, не передает этого оттенка, но поверьте, что цвет, ну, просто очень красивый. Да, мне тоже очень нравится. Вот. А теперь всем позируем, отбираю зеркало. А теперь позируем, да? Можно даже, да, покрутиться, да, чуть-чуть, посмотреть на себя.
Так, ну, Очень. красота. Красота. Вот так. Ну все, на этом наш прямой эфир заканчивается. Всех люблю. Как всегда, подписывайтесь. Переходите Нажимайте на кнопку. Да, переходите, кстати, на тренинги. У меня там есть еще, я вас поддерживаю, то есть параллельно поддержка. То есть вы конкретно общаетесь со мной. Дело в том, что у меня нет никого, кто там ведет там тренинги, там проверяет. У меня нет команды, я работаю одна. Пока одна. Ну, мы посмотрим, может быть, мы расширимся. Но пока отвечаю я лично, поэтому всегда, сразу, если вы пишете, то обращайтесь напрямую ко мне. И я вам обещаю на 100%, что я вам обязательно отвечу, но только как быстро я не знаю, по мере моих возможностей. Я всегда на связи. Всех, как всегда, люблю, целую. Всем пока. Пока-пока. Ой, вообще супер, Оля. Я хочу... Сейчас, подожди. Подожди, Вообще, присядь пока.